Знаете, услышал недавно такую вещь, что часто проповеди, они звучат как базовые, на одни и те же темы, на одни и те же отрывки. И я вам скажу, да, честно говоря, информационно есть определенная база. База, которая ведет нас к спасению. Но вопрос глубины погружения в эту базу, он остается всегда актуальным. Потому что базу, вот знаете, я помню, я первый раз услышал 5 занятий или 6, у нас там было, да, 5 занятий. Первый раз услышал, и для меня было откровение, открытие. Ух ты, какая информация классная, как вот хорошо, я теперь это знаю. И я сейчас вот смотрю, я больше 20 лет, что я делаю? Я пытаюсь эту информацию расшифровать, углубить, в конце концов реализовать в своей жизни. И каждый раз я понимаю, слушай, такие глубокие отрывки, слушай, такая глубокая тема, такое глубокое вообще направление, которое мне нужно каждый раз все время раскрывать. Да, суть проста. Я говорю, там говорится о том, что у Христа очень простая там юродство проповеди. Да? То есть люди воспринимают, да вообще примитивно, как-то это все примитивно. Да, это примитивно, почему? Выглядит. Но когда на эту базу мы получаем откровение от Бога, этот багаж мы больше нигде не приобретем. Нигде. Вот на этой базе можно получить самые глубокие откровения от Бога. Вот, друзья, нужно ценить это, я вам скажу, это не сложно. И что входят сюда проповедники, они не приходят нам рассказать новую Библию. Они ее не писали. И нет такого задания даже новую Библию написать, знаете, чтобы нас поразить какими-то новыми откровениями. Нет, каждый находит свое какое-то, на этой же базе находит свою какую-то частичку откровения. И он пытается ей поделиться. Я скажу так, каждый раз я нахожу, мне это полезно, мне это важно. Ух ты, мне это помогает в чем-то. Не во всем, не меняет радикально мою жизнь, но дает мне новую пищу для размышлений и новые ступеньки для моего достижения. Но, говорю, нам не узнать надо много, нам нужно перевоплотиться. И, друзья, добро пожаловать, мы в церкви здесь. Это не институт, где мы получаем знания, а это скорее то, где мы получаем откровение от Бога. Поэтому, когда мы с вами общаемся, постарайтесь не делиться даже тем, что вы что-то новое услышали. Вряд ли вы что-то новое услышите. Постарайтесь пропускать это через уровень своей жизни, насколько оно реализовано в вашей жизни. Если мы говорим сегодня о друзьях, ой, что ты нового сказал? Конечно, мне надо друзей там заводить, что я этого не знаю. Да вопрос, ты знаешь, 100%, а сколько у тебя друзей? Вот об этом подумай. А почему их мало? Об этом подумай. Возможно, на этом промежутке твоих размышлений Господь даст тебе какие-то советы. Господь исправит какие-то неправильные шаги в твоей жизни, и ты будешь богаче. Богаче в вечности.